Руны. Нераскрытая тайна настоящего или секрет, спрятанный в прошлом. Наверняка ты уже знаешь кое-что об этой системе, а может даже и больше. Позволь мне внести свою частичку знаний в твой опыт. Для начала давай уясним все-таки тот факт, что руны не описывают материальные объекты. Руны – это не погодные условия, это не стихии, это не свойства воды. Что-то вроде лед, град, пар. Руны не описывают настроение, грустно, весело или еще что-то там. Свойства рун описывают процессы, происходящие во времени, тем самым создавая все, что окружает нас в нашей жизни. Все происходящее имеет последовательность, и сам факт этой последовательности создает происходящее. Обучаясь рунам, вы начинаете видеть этапы происходящего, и зная суть каждой руны, вы можете оказывать влияние на эти этапы, используя ту или другую руну. И не имеет значения, обучается ли человек сегодня рунам, знает ли он про них что-нибудь, использует ли он в данный момент какую-то руну. Все происходящее следует определенным процессам. Но тот, кто познал руны, он видит и чувствует эти процессы, и с помощью рун оказывает на них влияние. Любое желание человека – это уже процесс. До того момента, когда желание зародилось в голове, его там не было, что-то его породило. И вот это рождение желания – это есть начало чего-то нового. Того, что описывает руна Феху, первая руна в системе рунных знаков. Представьте, что у вас возникло желание. Желание съесть что-то вкусненькое. Как часто мы испытываем это желание, вне зависимости от нашего пола и возраста. Руна Урус, вторая руна рунной системы, создаст ситуацию, когда вам будет предложена масса вариантов, где вы можете взять это вкусненькое. Ситуации могут быть как физически в материальном мире образовываться перед вами, так и в голове, когда вы думаете, куда бы вам пойти или что бы вам сделать, чтобы это вкусненькое оказалось у вас во рту. И вот руна Урус создала такую обстановку, что вы сидите за столом, который накрыт множеством разнообразной еды. Руна Турисас – это третья руна, которая подтверждает выбор. То есть из всего того, что было предложено руной Урус, а в данном случае это стол с едой, руна Турисас определит выбор. И ваш выбор пал на винограде. Почему винограде? Ну, к примеру, вы хотели что-то сладкое. Еще плюс в данный момент вы хотели пить. Вы с детства любите виноград, и оказавшись за столом, руна Турисас подтвердила выбор, что это что-то вкусненькое для вас. Ансус, четвертая руна, это руна лучшего выбора. Она подтвердит выбор Турисас, что выбрав виноград, в будущем, когда этот виноград окажется у вас во рту, это было лучшее, что можно было взять из этого стола, накрытого едой, для вас. Райдо – это то, что поспособствует тому, что вы приподниметесь, протянете руку и возьмете виноград. И когда виноград окажется в вашей руке, это будет кинас. Кинас проявит его, и виноград будет у вас в руках, вы будете его видеть. Он уже почти ваш, но он еще не во рту. Гебо – это седьмая руна. Руна, которая создает баланс времени. Когда с первой руной у вас в голове зародилось желание съесть что-то вкусненькое, вот это вкусненькое было в будущем, его еще не было, но в процессе происходящих событий в вашей руке уже есть виноград.
который проявила шестая руна, руна Кинас. И руна Гебо создает баланс времени, который заключается в том, что то, что было задумано изначально, гармонично перенеслось в будущее. И руна Вунья, восьмая руна, которая завершает процессы в происходящем, а происходящее — это те события, которые разделяли тот момент, когда задуманная первой руны Феху, съесть что-то вкусненькое, реализовалось во времени то, что происходит, и руна Вунья завершит этот процесс, подтвердив его тем фактом, что у вас во рту окажется виноград. И после того, когда вы его раскусите, виноградный сок наполнит ваш рот. Процесс во времени, то, что происходит, завершен. Этот пример, который я навел, может происходить в жизни людей вне зависимости от их знаний о рунах. Они могут совсем о них ничего не знать, но процесс так или иначе будет протекать. Я навел идеальную ситуацию процесса во времени. Именно в том порядке рун, которые идут в системе рунных знаков. Но в жизни бывает чаще наоборот. Мы можем не найти стол, или мы выберем не то блюдо, или мы выберем блюдо, оно будет порчено, или поднося ко рту нам его кто-то выбьет, или когда он уже окажется у нас во рту, у нас сломается зуб. Да и много разных ситуаций, которые могут изменить процессы во времени, которые будут протекать не так гладко, как их рассказал я. Но я вам рассказал те процессы, которые описываются в системе рунных знаков, именно в той последовательности, в которой идут руны. Понимаете, вы можете заменить что-то вкусненькое на любое желание из вашей жизни. Определить себя, на каком этапе вы находитесь. Потому что многие не понимают даже самой той сути, что прежде чем применить руны в своей жизни, нужно понимать, на каком этапе находится ваше желание. Если вы уже хотите повлиять на что-либо, этап руны Феху уже прошел, ваше желание уже было, и оно находится на какой-то стадии. Стадии, которую описывает любая из рун. И чтобы повлиять на ваше желание, вам нужно чувствовать эту стадию, этот этап происходящего процесса во времени. Именно об этом и говорят руны. Именно этому руны нас и обучают. Поэтому те свойства и значения рун, которые вы имеете сегодня, и определяют тот уровень вашего взаимодействия с рунами. На канале Фортусита я рассказываю свой рассказ о рунах, где каждый желающий может внести в свой опыт в этих знаниях что-то новое.